Нет ничего лучше, чем спорт утром рано. Хочется спать, а надо. Вот новый клуб, называется «Атмосфера». Игорь его нашел для себя. Ну, а я тут тоже решил поучаствовать. Без тренировок нельзя, даже в командировке. Вот какой шайтан машин. Главное в сандалиях не пускать. Почему? Я же воздух горячий. Думаешь, настолько горячим, что не выдержать будет? Удобно, хорошо. И сигналит, если надо раньше. Ресепшн. Сейчас тут нам полотенчики выдадут. А, ты мне взял? Ага, ну, тут еще полотенце вот так дают. Можно взять. Неси. Это вам? Вот. У них такое фойе. Бар, где тут наливают. А что тут наливают? Кислородные коктейли? Протеиновые? Да, протеиновые. Отрыв башки. Миндальный отрыв башки, взрыв мозга. Чисто, аккуратно, стильно. А мы вчера обсуждали, почему здесь жиртрестов не вешают фотографии. Не политкорректно. Все на кнопочках. Все закрыто. Зона отдыха. А тут кардиозона. Вру. У нас же зал-то на 4-м этаже, а мы на 3-м, это раздевалка. Вот пойдем по лестнице, не будем на лифте подниматься. О многом можно судить и даже по таким неважным помещениям, типа лестницы, когда все на лифте ездят. Все чисто, аккуратно. Кардиозона, тренажеры. Супер. Каждый новый зал требует привычки к себе. Другие тренажеры, другие веса. Поэтому начинаем с небольшого. Тяжко. Еще рука сломана.
Отзанимались. Класс. Отличный зал. Очень новые тренажеры, все очень удобно, замечательно. Воздух. Чисто. Ну, летом всегда трудно заниматься. Не, наоборот, хорошо, большой объем. Нет, большой объем воздуха много, но зимой было бы лучше. Пойдем в спа? В спа? О да, спа это наше все. Вот. У меня проблема. Мне в боксе руку сломали. Здесь в локте есть такой мощелок, называется, такой отросток на плечевой кости. Мне его отломали, мне очень трудно. Больно. Но, что интересно, я вот сейчас пока в Гонконг, в Черногорию ездил, заниматься не было возможности. У меня рука разболелась просто невозможно. То есть, ну реально, мне даже пошевелить ей трудно было. А вот сейчас уже вторая тренировка в зале, и все гораздо легче. Так что спорт лечит. А сейчас мы здесь влупим по коктейльчику. Протеиновым. Протеин наше все. Таки да. Какой мы сегодня коктейль пьем? Я миндальный. Миндальный? А там орешки застревают в трубочке. Главное, что в горле. А какие еще есть варианты? Здравствуйте. А какие варианты коктейля вы можете предложить? Банановый, клубничный, творожный, миндальный. Как-то звучит. Ну, давайте клубничный. Сегодня у меня клубничное настроение. Клубничное настроение. Да. Ну как тебе удар по мозгу миндальный? То есть на орехи проскакивают через трубку. Орехи застреют. А у меня ням-ням, как мороженка клубничное. Вкусно. Ладно, сейчас мы запротеинимся и чуть-чуть Калугу покажу. Калуга красивый город, тем более сегодня солнышко, лепота. Вот въезжаем в Калугу. Вернее, мы уже в Калуге, но мы теперь въезжаем прям в Калугу-Калугу. Златоглавые купола, все дела. Такая странная архитектура. Шпиль как на Петропавловке, а внизу луковки такие среднерусские. Как-то не сочетается. Там тоже какие-то Пока. Калуга бывает и такая. Вот такая. Но говорят, что это все временно. Все это уже перестраивается, убирается, обновляется. И на самом деле изменения достаточно заметны. Я вот здесь уже, сколько, я первый раз лет 6-7 назад был, наверное. Меняется в лучшую сторону. Вообще при всем скепсисе относительно России получается парадоксальная ситуация. С одной стороны становится хуже,
А с другой смотришь, так а вроде не так и плохо, и в чем-то даже лучше, причем намного лучше. Непонятненько. Не Москва, не Питер, конечно, но Карелия родная, так скажем, даже близко не стояла. Я бы назвал это надеждой на лучшее будущее. Тут есть движуха, тут как-то развитие, худо, бедно, но есть. А в Карелии застой, стагнация, деградация. Печально. Хоть уезжай. А вот сейчас... Перекресток пересечем. Ага. Ну, такие новенькие, старенькие домики. Низ, где магазин отреставрировали, а вверху помойка. Недоработка администрации. Раз уж заселились в первый этаж, будьте добры весь дом облагородить. Вот я представляю, как бы ты матерился, когда бы тебя заставляли это реставрировать. Я за красоту, я бы не стал материться. А вот сейчас мы проедем вот это вот здание зелененькое, а за ним памятник культуры. И Игорь говорит, вот этот вот домик стоял нахрен никому не нужный, никому. Потом его сожгли, и только после того, как его сожгли, его решили реставрировать. Ну, по сути, построить заново. Такое вот отношение к культурке. Значит, тоже было старое такое здание. Правое вот это? Да, вот с колоннами. Начали ремонтировать. А сначала обещали, что оставят только фасад. Красивое, смотри, все переделали. В итоге, видимо, что-то пошло не так, и фасада не осталось. Вообще на ластовую полу. Старую часть угробили. Мне что-то понравилось в Нюрнберге. Стройка идет в едином стиле. Чего не хватает у нас. Да. Это не только, это везде в России. Нету нормального градостроительного плана, где... Вот смотри, вот стоят эти купеческие домишки, да? Ну да, они вроде неказистые, но они как-то в едином стиле. А вот этот весь новоделы слева театр. Ну, выбивается. Театр не видать из-за листьев. Но он есть. Подтверждаю. Справа, вот смотри, домишки. Да, это бывшие торговые ряды, да? Наверное? Не-не-не, это все купеческие Купеческие дома просто. Проморгал. Вот такие маленькие домишки шикарные, прям вот. История. И тут Надя с Деповский кирпичный дом. Он красивый какой. Тебе? А что мы еще? Ну, все. Вот дом с грифонами. Это бывшая биржа. Вот молодцы, они так содержат все в порядке. Лепнину не отбили. Тут ремонтик сделали. А улица Ленина. А вот дом купцов Терениных. И теперь там ЗАГС. Я думаю, не самое плохое предназначение для дома. Открой окно. Красивый дом. 19 век. И вот интересно, тоже площадь такая угловая, с угловыми домами, как в Европе. Не все перпендикулярно, параллельно, как Петруша Первый любил. А такой вот старый русский стиль, где сам запутаешься, и неприятеля обязательно запутаешь. О, какие беседочки, ротонды, красота. А пешеходы не смотрят вообще. Как будто намерены жить вечно. Шикарно какой дом. Музей какой-то? Нет. Как всегда, магазин. Магазины. Красиво. Какие дома красивые. Сейчас справа. Площадь Старый двор. Гостиные ряды. Вот тоже отреставрировали.
нахуй там. Не любишь ты своего зрителя. Я зрителя обожаю своего. Вот это к вопросу о том, что мы вроде все в одной стране живем, по одним законам, но почему-то в одних регионах расцвет развития, а в других регионах, типа Карелии, депрессняк непрерывный. Как в анекдоте говорится, я же говорил, место проклятое. Не везет Карелии с губернаторами, хоть ты тресни, последние 15 лет. Беда. А здесь губер красавчик. Даже если предположить, что он что-то ворует, еще что-то, да насрать. Пусть ворует. Для людей тоже делают. А там что такое праздник, песни и пляски какой-то? Красное знамя. Красное знамя? Вот. Будний день, народ собирается. Вот это чуть-чуть на Питер похоже. Хорошо. Красиво. Подремонтировай бы. Не мешало федеральной антимонопольной службе. А, церквушка. Ой, какая красивая церквушка. Елочки. Это театр какой-то? Нет? Или просто барельеф? Круглая площадь, круговое движение. Ладно, хорошо. Смотри, какое уебище построили. Водопроводные трубы. Давай. Совершенного в жизни ничего не бывает. Все равно это лучше. Ой, какой цвет приятный, прям реально такой, да? Классный. Шикарный цвет. А вот там булочная, монастырская, вкусный хлебушек. Ну, вообще так домики покрашены. Не все, ну видно, что за городом следят. По крайней мере, делают все это, чтобы за ним следить. Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. Константин Эдуардович Циолковский родился в Калуге, основоположник теории космонавтики. В Калуге его любят, ценят и уважают. А это музей космонавтики. Мы в нем были уже, но вот сейчас мы туда не пойдем. У нас работы много. Интересно, интересно там. Видно очень развитие техники. Если там, скажем, 50-60-е годы Юрий Гагарин. Если 50-е, 60-е годы было видно, что сделано все буквально на коленке, сейчас гаражные мастера делают лучше по уровню. Какие-то нелепые заклепки, саморезы, что-то такое странное. То вот 70-е, 80-е уже такая пошла хорошая база промышленная. Наглядно. Есть смысл сходить в этот музей, если в Калуге будете. Это улица Чичерина, самая зеленая в Калуге. Хотя вся Калуга и так зеленая. Ну тут она вот так вот сделана в виде такого бульвара для променада. Можно прогуляться. Правда, машины вокруг ездят. Похоже чем-то на... На английской набережной я жил, а параллельно английской набережной улица, не помню. Что-то с конями связано. Но там он пошире и больше деревьев. Ну, тоже ничего.
стихийный рынок на улице. Бабушки. Бабушки. Вон цветет что-то. А что это такое? Яблоня красиво. Мы же не в Японии, у нас не сакура, у нас яблони. Ага. А я видел яблоню цветущую в Гамбурге. А это было... А когда это было? В марте. Нет. В конце апреля. А, в конце марта, точно. Да. Очень зеленый город Калуга. Вот здесь он престарел. Игорь, наверное, на что-то. Вдруг тебя дети бросят. Меня дети бросят. Не родился еще тот, кто меня бросит. А посмотрят видео про Калугу и скажут, а что я здесь только красотами любуюсь, да в спортзал хожу. Нет, парни, у нас тут серьезная работа. Мы здесь разрабатываем новые изделия, которые будут революционно переворачивающими весь PCP аэроганнерский мир. Увидите. Я сейчас так вкратце пробегусь. Что вот у нас тут есть? Вот Игорь Федорович. Здрасте. Вот мы разрабатываем новый модер. Супер эффективно. Супер эффективно для новой винтовки, все дела. Вот у нас вот такой творческий относительно беспорядок. Мы не просто работаем, мы считаем, мы все просчитываем. То есть прошло время уже, когда все делалось на коленке. Сейчас все необходимо считать, осваивать новые отрасли, новые инструментарии, новые программы. Ну вот здесь у нас просто наш такой рабочий кабинет, можно сказать. Вот тут у нас всякого хлама с прошлых разработок. Что пошло, что не пошло, экспериментальные всякие вещи и прочие разные. Литературка, каталоги. На кухню мы перенесли производственный процесс, потому что для того, чтобы что-то сделать быстро, нужно прототипирование. Вот мы сейчас занимаемся прототипированием. Потом все это собирается, смотрится, в том числе и по эргономике, и по взаимодействию деталей. И становится понятно, двигаться в этом направлении дальше или не двигаться. Вот такой вот гаражный бизнес, который на самом деле является... В общем, что я говорю? Я же вам в Гонконге сказал про Айган. Так что ждите. Это будет очень интересно. Не пожалеете 100%. Пока. Нам работать надо.